Итальянский язык. Марио, Маргарита, lasciatemi cantare. Да, итальянцы реально используют именно такие интонации в повседневном общении. И этот язык, относящийся к романской группе индоевропейской языковой семьи, является родным для 65 миллионов человек. Общее же число говорящих на итальянском 85 миллионов человек. Итальянский язык является официальным языком Италии, Сан-Марино и такого интересного государствоподобного образования, как Мальтийский орден, который, кстати, находится не на Мальте, а также одним из 4 официальных языков Швейцарии вместе с немецким, французским и ретро-романским. Кроме того, итальянский является рабочим языком в Ватикане, тогда как официальным является латинский. Также надо отметить, что по-итальянски говорят жители некоторых африканских стран, так что если вы собираетесь в Эфиопию, Эритрею, Ливию или Сомали, то что вы там забыли? История. Все современные романские языки – это потомки народной латыни. Иногда возникает впечатление, что итальянская фонетика и лексика не сильно отличаются от латинской, и это можно продемонстрировать, взяв в качестве примера слово «неделя», по-латински «септимана», по-итальянски «сеттимана». Видно, что это слово претерпело гораздо больше изменений в других крупных романских языках. Однако, есть один современный романский язык, который сохранил в себе еще больше черт латыни, чем итальянский. Это сардинский язык. Рецепт архаичности прост. Хочешь, чтобы твой язык почти не подвергался изменениям? Бери свой народ, сажай его в лодку и плыви на остров подальше от родного берега. Сардиния – хороший выбор. Исландия – еще лучше, но об этом в другой раз. Литературный итальянский язык является развитием престижного диалекта Флоренции образца XIV века. Именно тогда Данте, Петрарка и Боккаччо начали создавать литературные произведения на этом диалекте. Но этот язык совсем не сразу распространился по всей Италии. Ситуация начала меняться только после объединения Италии в середине XIX века. Потом были 2 мировые войны, когда солдатам из разных частей страны надо было хоть как-то друг друга понимать. А после многие жители юга Италии поехали искать работу на севере. Кроме того, огромная популярность теле- и радиовещания позволила литературной норме звучать во всей стране. И все же, в Италии до сих пор остается совершенно невероятное количество живых региональных наречий. Более 60% итальянцев способны говорить помимо литературного итальянского еще и на своем местном диалекте. На одном из таких диалектов даже пел заяц из «Ну погоди». Помните, как он залез в телевизор и пел песню под названием «О соле мио»? Он пел на неаполитанском, и это одна из известнейших неаполитанских песен, среди которых также такие шедевры, как «Санта Лючия» и «Вернись в Сорренто». Фонетика и орфография. Как же итальянцы любят удвоенные согласные. Судя по тому, как выглядит заимствование из итальянского в русском языке, они любят удвоенные согласные немного больше, чем мы. Не говоря уже о том, что есть случаи долгих согласных, которые не обозначаются на письме. Например, в словосочетании «оказа» будет долгий звук «к». Плюс там будет удлиненный ударный гласный, потому что он в открытом слоге и не является последним звуком в слове. Так что да, здесь удлиняются и согласные, и гласные, хоть это и не строго всегда обозначено на письме. Зачем писать 2 гласных буквы подряд там, где звучит долгий гласный? Пусть этим финны занимаются, а итальянцам так напрягаться не нужно. Теперь про ударение. Если нет специальных обозначений, то оно падает на 2-й или 3-й с конца слог, и не всегда можно проследить закономерность. Например, в словах «Италия» и «Руссия» ударение падает на 3-й слог с конца, а вот в популярных нынче словах «пиццерия», «траттория» и «остерия» ударение падает в похожей ситуации на предпоследний слог. А вот если ударение оказывается на последнем слоге, как в слове «феличита», то это обычно видно по соответствующему значку над последней буквой. Грамматика. По сравнению с латынью, конечно, в итальянском все стало легче. Ушли падежи, из 3 родов остались только 2, хорошо еще, что хотя бы множественное число осталось. Но тут надо быть очень внимательным, потому что безударный гласный на конце слова может оказаться решающим. Например, парень – это ragazzo, множественное число – ragazzi, девушка – это ragazza, множественное число – ragazze. Не перепутайте, а то знакомство с группой симпатичных итальянок закончится, не успев начаться. Лексика. Прелесть итальянского языка в том, что можно не знать ни единого слова или просто не успевать за быстрым потоком речи, но все равно отлично понимать, что чувствует собеседник. И помогают в этом жесты. Жесты, жесты, жесты. Их очень много, и они очень разные. Так что недостаточно просто правильно и красиво говорить по-итальянски, ибо только собрав и выучив все итальянские жесты, можно стать настоящим итальянцем. Italiano vero. Учите итальянский. Imparate l'italiano.